На территории современной Италии в XIX веке сформировались три преступные сообщества. Это знаменитая сицилийская мафия, неаполитанская каморра и калабрийская 'Ндрангетта. Все эти три преступные сообщества зародились в условиях политических и экономических потрясений в середине XIX века и были созданы по образцу масонских сект. Поскольку деятельность и ритуалы каморры задокументированы раньше остальных преступных сообществ, то было бы логично начать именно с нее. Хотелось бы отметить, что, поскольку каморра задокументирована раньше остальных, то некоторые историки считают ее первой из трех преступных сообществ, от которых якобы образовались и остальные. На самом деле это неудивительно, поскольку на начальном этапе своего зарождения они были очень похожи друг на друга. Каморра, или как ее иногда называют неаполитанская мафия, в настоящее время, наверное, является самой популярной мафиозной организацией, благодаря успеху сериала «Гоморра», который рассказывает о буднях неаполитанского преступного мира. Когда мы представляем себе мафиозную организацию, у нас в голове сразу всплывает сложная иерархия и кровавые ритуалы приема новых членов. Вот только это не про нынешнюю Каморру. Да, безусловно, когда-то у нее все это было. Так называемое общество чести Неаполя было тайной преступной организацией, состоящей из вымогателей, контрабандистов и матерых головорезов, подобно сицилийской и калабрийской мафии. Но Каморра была кем-то вроде паршивой овцой из всех трех. Например, сицилийская мафия вышла из богатых лимонных рощ возле Палермо, которые были главным источником дохода острова, и быстро нашла себе друзей среди аристократии и магистратов. Калабрийские гангстеры же вышли из тюрем, но быстро поднялись по социальной лестнице, пока не слились с правительством. А теперь как на фоне всего этого выглядит Каморра? Во-первых, каморристы вышли из тюрем, борделей, трущоб и представляли из себя настоящих отбросов общества. Там, где сицилийские и калабрийские мафиози тесно сплелись с политикой, неаполитанские же каморристы так и не вышли дальше своих трущоб и не могли похвастаться подобной политической протекцией. У Каморры, как и у ее собратьев на Сицилии и в Калабрии, была настоящая одержимость различными ритуалами внутри организации, особенно если это касалось приема новичков. Но современные боссы Каморры не проводят для своих новичков церемонии инициации. Этого всего больше нет, традиции канули в лету. Современная неаполитанская Каморра больше не является единой организацией или обществом чести, как было в XIX веке. Каморры, как преступной секты или мафиозной организации, больше не существует с 1912 года, и это произошло по ряду причин. Каморра с того времени представляет собой мир различных и независимых друг от друга банд, которые криминалисты и правоохранительные органы называют кланы. Эти кланы действуют не только в Неаполе, но и по всему региону Кампания. Поскольку преступный мир Неаполя долгие годы пребывает в хаосе и неразберихе, эти банды или объединяются, или уничтожают друг друга, а на смену им приходят новые, и так до бесконечности. Как писал знаменитый историк итальянских преступных сообществ Джон Дики, на которого я буду неоднократно ссылаться в этом видеоролике, в то время как босс сицилийской мафии спокойно доживает до того возраста, когда его внуки продолжают их семейную традицию, высокопоставленному каморристе повезет, если он вообще доживет до 40. Несмотря на то, что Каморра лишена сложной структуры и ритуалов, это не мешает самым успешным кланам контролировать не только компанию, но и запускать свои щупальца в другие регионы и даже выходить на международный уровень. Эти кланы спокойно превращают целые районы города в настоящие закрытые для полиции зоны, которые становятся главными рынками наркотических средств в Италии. Помимо этого, они занимаются продажей от пиратских дисков до поддельных дизайнерских вещей. Они также очень сильно проникли в строительную отрасль и сферу утилизации отходов, причем в национальном масштабе. Это, кроме прочего, что они на международной арене занимаются оружием и наркотиками. Криминалисты уже давно считают, что в настоящее время Каморра куда могущественнее, чем сицилийская мафия. Как писал Джон Дики, кланы Каморры не организованы. Вместе они образовали систему, как ее называют некоторые каморристы. В центре этой так называемой системы в каждом районе города или сельской местности стоит харизматичный босс, он же защитник и каратель. Ниже него есть люди, специализировавшиеся на чем-то конкретном, которых назначает непосредственно босс. Это начальники территорий, убийцы и наркодилеры. Эти люди, как правило, всегда поднимались и умирали со своим боссом. Как и другие мафиозные организации, кланы Каморры откладывают часть выручки от своих преступных операций, обычно выплачивая что-то вроде зарплаты своим бойцам и откладывая их в специальный фонд для тех, кто был за решеткой. Кровные узы – это то, что удерживает большинство смертоносных кланов вместе. Костяк группировки, как правило, всегда состоит из родственников, братьев, кузенов, зятьев, которые все были ровесниками. Рядом с ними всегда друзья, соседи и дальние родственники.
Неаполитанская организованная преступность претерпела очень серьезные изменения с того момента, как была обществом чести в XIX веке. Но кое-что так и осталось неизменным. Как и предшественники в XIX веке, современные каморристы также увлечены тем, чтобы выставлять на показ свой статус в преступном мире. Это дорогие аксессуары, бижутерия, дизайнерские и сшитые на заказ вещи, дома и автомобили. Если каморристы в XIX веке хвастались новой шелковой рубашкой, то теперь их выбор пал на спорткары и мотоциклы. Смысл всего этого, что в XIX веке, что в наше время, это банальная демонстрация власти, то есть провозглашать свое территориальное господство и быть живым символом успеха для прихлебателей. Но что такое Каморра как общество чести? В свое время ее очень кратко, но зато очень четко описал Марк Монье, один из первых исследователей и писателей Каморры. Он сказал так: «Каморру можно проще описать как организованное вымогательство. Этакое плебейское франкомасонство, чьей основной задачей было отбирать золото у так называемых блох, то есть вымогать деньги с наименее обеспеченного населения». Вполне очевидно, что на территории Апеннинского полуострова так называемые преступные сообщества существовали еще задолго до Каморры, причем не только на юге, потому что еще издревле люди временно объединялись для совершения различных преступлений с целью извлечения собственной выгоды. Но Каморра действительно отличалась от всего этого, потому что, как говорилось ранее, она состояла в буквальном смысле из отбросов общества, которые не просто смогли объединиться, а организовать себя в тайное сообщество, причем обеспечивая себе приятные условия существования, при этом навязывая свою власть и законы и вымогая деньги с простолюдинов. Они определили себя как общество чести, членами которого стремились стать посторонние, и жестоко наказывали тех, кто нарушал их кодекс. Франческо Мастроианни, итальянский писатель и романист, который также исследовал Каморру и использовал кое-что из их жизни для своих романов, очень четко описал это преступное сообщество. Трудно себе представить что-то более постыдное и жалкое, чем их ассоциация. Они были на самом деле паразитами и пиявками, которые разъедали и без того замученную бедноту Неаполя. Также считается, что слово Каморра произошло от испанского слова гамура. Гамура — это была очень узкая куртка, которую носили в Испании в 15 веке. И последним хотелось бы процитировать Джачинто де Сила, итальянского писателя и историка, который просто невероятно правдоподобно и четко описал Каморру. В условиях тюрем и солдатских казарм всегда были люди, которые внушали в остальных страх, получая свою выгоду от этого. Затем все это перешло на улицы, в таверны и горные дома, бордели, на рынки. Любое место, где эти люди могут спокойно орудовать своим ножом. Они зарабатывали деньги на заключенных, на игроках, на проститутках, на торговцах и на всевозможных сделках. На этих людях был бархатный пиджак, зауженные брюки, расклешенные к низу, трость в руке и множество колец на пальцах. У них были уложены волосы, а при себе у них всегда был нож. Из-за своей схожести мы называем членов Каморры ворами, бродягами, мошенниками, убийцами и всеми, кто живет вне закона и зарабатывает себе этим на жизнь. Но каморриста – это смесь заключенного, убийцы, вора, контрабандиста, бедняка и ростовщика. Чтобы тебя приняли все, кто нужно быть честным, то есть не быть ни крысой, ни жандармом, не быть полицейским осведомителем и, самое главное, не вступать в любовную связь с проституткой. Вы должны слепо подчиняться своим начальникам и делать все, что они прикажут. Неповиновение всегда карается смертью. Женщины всегда им во всем помогают и передают деньги заключенным каморристе. Простолюдины же вынуждены терпеть эту гнусную тиранию и молча платить. Кроме того, те, кто платят дань, обычно находятся под защитой Каморры, и им даже иногда помогают против сильных мира сего, выступая для них в качестве миротворцев. Люди, у которых не было денег на адвокатов, были вынуждены обращаться к Каморре за помощью. Чтобы отследить истоки Каморры, нам в первую очередь надо разобрать этимологию слова Каморра, что оно обозначает и откуда оно вообще пришло. Самое важное, ни один из членов неаполитанского общества чести никогда не называл себя Каморрой. Поэтому вполне возможно, что этот термин произошел от литературы, чтобы определить преступников как Каморру. Чтобы разобраться в корнях этого термина, нам надо сначала перенестись во времена Средневековья,
когда на территории Апеннинского полуострова существовали различные королевства и герцогства, а их жители даже и не думали об образовании их единого отечества под названием Италия. На территории юга существовало Неаполитанское королевство со столицей в Неаполе, которое объединяло под собой весь материковый юг и считалось самым отсталым из всех остальных. Во многом это было связано из-за политики своих иностранных правителей, которых интересовали только налоги, а не развитие и благополучие своих граждан. Изначально считалось, что слово «Каморра» имеет испанские корни и вошло в лексикон неаполитанцев, когда королевство было под властью испанской короны в 15 веке. Именно отсюда происходят различные версии и гипотезы касаемо происхождения этого слова. Якобы изначально слово «Каморра» пришло в Испанию во времена мусульманского владычества в 8 веке и произошло от арабско-испанского слова «камур», что означает игру в кости. Поскольку азартные игры по Корану под запретом, то люди, связанные с камуром, были преступниками. Само слово «каморра» с испанского означает «ссориться» или «драться». Со временем неаполитанцы исказили слово «гамура» на «камара», поскольку камара представляла собой уже короткий пиджак или грубую накидку, которую в те времена носили неаполитанские бедняки. А потом эта одежда станет чем-то вроде частью дресс-кода камарристи. Также считается, что слово «каморра» произошло от древней итальянской игры под названием «мора», эдакий эквивалент камень-ножницы-бумага. Такие игры часто заканчивались драками и насилием и проходили в местах, которые называли «Кассе делла Мора». Такие игры организовывал человек под названием Капо делла Мора. Есть документ 1735 года, в котором говорится об открытии 8 игорных домов. И один из них назывался Каморра делла Палаццо. Это был первый раз, когда термин «каморра» упоминался в законодательном акте. Завсегдатаев таких игорных домов называли компаньони или компании. Дословно компаньони обозначает однополчан в испанской армии. Но так уж сложилось, что испанские солдаты и преступники часто оказывались в игорных домах. И чтобы отделить одних от других, для преступников неаполитанского происхождения был придуман якобы термин «каморра». Именно таким образом слово «компаньоне» стало синонимом к слову «камарриста». Во времена испанского владычества на территории Неаполя существовал термин «камерариус», он же сборщик налогов. Но в какой-то момент от этого термина образовался другой, под названием «каморарио», и он обозначал банду вымогателей, которые требовали с людей деньги. И последним бы хотелось отметить слово «каморари», которое существует в военном жаргоне испанской армии с 1580 года. Этот термин просто связан с произволом солдат, которые устраивали беспредел над местными неаполитанскими жителями, требуя с них бесплатное проживание и питание. Что касается 19 века, то профессор Абель де Блазио, антрополог из Неаполитанского университета, считал, что слово «каморра» имеет сардинско-пизанские корни, поскольку это слово впервые встречается в древнем манускрипте 13 века, где записано как «гамура». Что касается исследований слова «каморра», то Марк Монье, которого я уже упомянул, говорил, что слово «каморра» — это не просто обозначение преступной ассоциации, а нечто большее. Он утверждал, что под словом «каморра» подразумевается жизнь вне закона, а не название организации. Вполне возможно, что он был прав. На протяжении полувека, скажем, с 1913 по 1975 год, под словом «каморра» в Неаполе подразумевался преступный менталитет, когда человек всячески пытался решить свои проблемы в обход закона. Слово «каморра» в какой-то момент стало сленговым синонимом слова «взятка». В средневековый период Сардиния была частью Пизанского королевства. Чтобы поддерживать порядок на острове, пизанские купцы выделили средства для вооружения островитян. Эта сила зародилась в портовых районах города Кальяри, где на ресурсы пизанских купцов были сформированы банды вооруженных наемников, задачей которых было патрулирование различных деревень и поддержание общественного порядка на острове. Это было так называемое совместное управление, когда власть была вынуждена объединиться с преступниками. Такое совместное управление будет очень часто применяться неаполитанскими правителями. Марк Монье и дальше пытался развивать эту версию. Якобы, когда Испания захватила Пизанское королевство, они переняли их опыт и даже продолжали поддерживать порядок благодаря наемникам.
В обмен на поддержание порядка губернаторы закрывали глаза на различные преступления этих солдат. Монье считает, что когда Испания захватила Неаполитанское королевство, они прихватили с собой этих сардинских головорезов. Учитывая, что так называемое совместное управление в Неаполитанском королевстве практиковали еще с испанцев, то это могло быть правдой. Монье и дальше продолжал цепляться за любой след, что Каморра могла зародиться именно при испанском владычестве, которое якобы и принесло в Неаполитанское королевство феномен организованной преступности. Он даже считал, что Каморра была эквивалентом испанской гордуны, преступной организации на территории Испании. Только факт в том, что никакой гордуны никогда не существовало, поскольку ее придумал писатель Мигель де Сервантес. Испанскую версию происхождения Каморры продвигали и после смерти Монье, причем, судя по всему, сами члены Каморры. Капитан карабинеров Карло Фаброни в 1911 году от своих информаторов получил их версию происхождения, которая оказалась очередной сказкой, которую каморристи любят использовать для романтизации и облагораживания своей организации. Так всегда делала мафия Ндрангетта. Фаброни внес небольшие коррективы в эту сказку, придумав дату основания этого сообщества. Якобы в 1654 году испанский бандит по имени Раймондо Гамур был арестован в Неаполе и был помещен в тюрьму Кастель-Капуано. Гамур, согласно этой сказке, захватил власть в камере, объединив под собой 5 неаполитанских заключенных, и они образовали преступное сообщество. Якобы слово «Каморра» это было всего лишь неаполитанским диалектом фамилии Гамур. Что Каморра, что мафия, что Ндрангетта еще в 19 веке придумывали про свое происхождение различные сказки, чтобы облагородить образ своей организации. Для каморристи почему-то было очень важно, что они якобы появились еще при испанцах, хотя причина этому так и не ясна. Безусловно, то, что сказали Фаброни, было всего лишь сказкой, но даже и в ней была доля истины, поскольку, как говорилось, известно, что Каморра зародилась в неаполитанских тюрьмах, но не была каким-то испанским опытом, завезенным в Неаполь. Чтобы разобраться в истоках Каморры и как она зародилась, нужно в первую очередь разобрать историю становления феномена тюремной организованной преступности на территории Неаполитанского королевства. Для этого перенесемся в Неаполь XVI века. Уже к тому времени это был самый большой город и порт на Апеннинском полуострове. Но учитывая политику иностранных правителей, что испанцев, что французов до них, Неаполь считался самым крупным городом полуострова по количеству бедноты. А к середине XVI века, когда Неаполитанское королевство присоединилось к испанской короне, там уже были проблемы с преступностью. В то время Неаполь уже считался криминальной столицей полуострова, сохранив этот статус и по сей день. В 1532 году ситуация с преступностью в Неаполе достигла своего апогея, когда по улицам практически спокойно разгуливали шайки разбойников, а вельможи чуть ли не открыто выступали против испанского императора. В том году в Неаполь был отправлен Педро де Толедо в качестве вице-короля, чтобы навести порядок. Он очень серьезно отнесся к своим обязанностям. Поскольку Неаполитанское королевство было очень большим, к Педро де Толедо пришла идея собрать в одном месте всех преступников, причем не только со всего города, но и провинций королевства. В 1537 году он распорядился, чтобы замок Кастель-Капуано обустроили в тюрьму. Этот замок был вторым по старшинству в городе и располагался рядом с городскими воротами и портом. Верхние помещения переделали под судебные залы, а подвалы оборудовали под тюремное помещение и пыточные. Поскольку судебную власть в городе возглавлял королевский наместник, он же викарий, здание теперь называлось Викария. Эта тюрьма была настоящим адом, куда стягивали всех преступников королевства. В крошечных подвальных помещениях в условиях полнейшей антисанитарии были вынуждены ютиться одновременно более 1000 отбросов со всего королевства. В какой-то момент в тюрьме сформировалась своя система среди заключенных. Появились так называемые старожилы, которые подвергали жестокому обращению новоприбывших заключенных. С новичков буквально снимали одежду и отбирали деньги, постоянно издеваясь над ними. Еда была скудной, но за определенную плату тебе могли принести горячую и вкусную еду из ближайшей таверны. Если тебе захотелось секса, то за определенную плату тебе могли организовать проститутку из ближайшего борделя. Если даже тебе захотелось сменить холодный пол на нормальную кровать, тебе и это могли организовать на одну ночь. Это была самая дорогая услуга. Как оказалось, это была целая отлаженная система между этими тюремными старожилами и тюремщиками, которые получали свою долю со всего этого.
Важно понимать, что поскольку заключенные часто пользовались так называемыми благами воли, то вскоре возле тюрьмы, подобно грибам, росли бордели, таверны, различные и не очень приятные заведения, то нетрудно догадаться, в какую клоаку постепенно превращался район. Такую судьбу постигнут и другие районы, где будут стоять подобные тюрьмы. В викарии также открыто заключенные организовывали различные азартные игры, будь то игры в карты или кости. Менее чем за десятилетие заключенные станут настоящими хозяевами тюрьмы, в то время как тюремная администрация была вынуждена мириться с этим, потому что им было проще и выгоднее делегировать контроль над тюрьмой самым безжалостным заключенным. Тюремная администрация способствовала становлению организованной преступности в Неаполе. По сути дела, они использовали некоторых заключенных, позволив им встать над остальными сокамерниками, выступая для стражников вроде шпионов или предотвращая попытки тюремных бунтов. Взамен эти заключенные получали лучшие условия, а также возможность вымогать с остальных заключенных те немногие деньги, что у них были, одежду, еду и все остальное. Это будет практиковаться и в других тюрьмах, а заключенные будут контролировать тюрьмы Неаполитанского королевства еще последующие несколько веков. В 1573 году Антуан Перено де Гранвилла, новый вице-король Неаполитанского королевства, написал доклад по поводу ситуации в викарии. Нам доподлинно стало известно, что в тюрьме викария существуют банды, которые занимаются вымогательством, заставляя других заключенных платить дань, а также получая другие выплаты, будучи хозяевами в этих тюрьмах. Вице-король попытался как-то покончить с этим путем массовых повешений. В 1647 году был составлен специальный отчет о состоянии внутренних дел тюрьмы викария, датируемый еще со времен доклада де Гранвилла. Ничего нового там сказано не было. Заключенные все так же продолжали контролировать тюрьму, а ведь с момента массовых повешений прошло более 50 лет. К тому году, благодаря уже укоренившейся системе организованной преступности в тюрьме, эта зараза уже серьезно проникла на улицы. В 1647 году в Неаполе развернулось восстание против испанского владычества, вдохновителем которого был рыбак Томмазо Мазаньелло. Что интересно, для борьбы с восставшими власти воспользовались услугами головорезов, которым в обмен на помощь в подавлении давали спокойно вымогать деньги с простолюдинов. Сразу после восстания Мазаньелло на территории Неаполя появилось какое-то преступное сообщество, именуемое Сочета дей Мастри Феррари, которое занималось тем, что вымогало деньги с торговцев, а также взимало плату за проезд в город. В 1651 году на место этого преступного сообщества пришло другое, под названием «Компания Делла Морте». Это была группировка авантюристов, которая под предлогом борьбы с испанцами вымогала с людей деньги. По словам какого-то романиста, многие прославленные художники и образованные люди во главе с Сальватором Розой, знаменитым итальянским живописцем, принадлежали к этому сообществу. Впоследствии это сообщество приняло название Сочета Импассиати, и с ним очень жестоко боролся Джованни де Бурго, ректор местного университета, который отправлял своих бывших коллег на пытки. Вскоре после этого на территории Неаполя действовало преступное сообщество под названием «Компания degli Smanicatore», и она образовалась вокруг одной из испанских школ фехтования. Вполне возможно, что это сообщество образовалось от остатков Сочета Импассиаты. Они также вымогали с людей деньги, только при этом открыто применяли холодное оружие, с которым они мастерски обращались. Чтобы избежать преследования за свои действия со стороны властей, это сообщество присоединилось к религиозной общине. Их называли в народе аббаты с длинными сутанами. Эти люди, используя прикрытие в качестве религиозной общины, носили рясы, под которыми прятали свои ножи и кинжалы. Теперь уже используя религиозное прикрытие, эти люди также навязывали свои так называемые платные услуги для простолюдинов и торговцев. Они быстро стали неким институтом власти среди простолюдинов за их участие в так называемых вопросах чести, когда, например, молодой парень, встречаясь с девушкой, отказывался на ней жениться. Тогда отец девушки обращался к этим людям, которые устраивали принудительные браки. В 1665 году вице-король Паскуале де Арагона издал специальный указ, запрещающий церковным служащим носить длинные рясы, и приказал стражникам публично обличать тех, кто носил их. После этого указа у этого преступного сообщества не было и шанса, и оно вскоре растворилось. В тот период на территории Неаполитанского королевства сложилась сложная экономическая и социальная ситуация.
усугубленная голодом и болезнями. В то время начался феномен становления сельского бандитизма в Южной Италии, когда в регионах Кампании, Базиликати и Апулии действовали чуть ли не целые армии разбойников. Примерно с начала 1650 года в течение почти 30 лет эти разбойники терроризировали провинции, а испанская корона была вынуждена рассредоточить свои силы по сельской местности. В брошюре, написанной в 1726 году про бандитизм и разбой, говорится, что испанские солдаты в те годы стали сформировать специальные отряды из бывших заключенных для наведения порядка, которые в дальнейшем будут чинить произвол в Неаполе, пока солдаты наводили порядок в сельской местности. Врач и историк Сальваторе Доренци в 1868 году написал статью о голоде, развернувшемся на территории Неаполитанского королевства в 1764 году. Доренци писал, что одной из причин, почему ситуация с голодом достигла таких масштабов, была группа преступников, которая захватила пшеницу и другие продовольственные товары, сбывая их по спекулятивной цене. Эти преступники были в сговоре с городской властью и, пытаясь воспользоваться проблемой, усугубили положение, а всеобщий голод стал следствием всего этого. Вот так формировалась организованная преступность на улицах Неаполя до становления Каморры в XIX веке, о чем я уже расскажу в следующем ролике. Спасибо за просмотр, до новых встреч!